Привет, майнеры! Это Александр с команды Вниш. И мы начинаем серию обучающих роликов, которые позволят вам полностью овладеть новой прошивкой для всей 17 серии под названием 2.0.3. Эта прошивка кардинально отличается от всех предыдущих. И в этом ролике я покажу, как правильно ее инсталлировать двумя способами. Первый способ — это установка через SD-карту. Для начала нам нужно ее отформатировать. Так, вот наша SD-карта. Форматируем ее в формате FAT32 по умолчанию. Далее заходим на сайт vnish.net. Идем в раздел загрузки. И здесь мы приготовили 4 репозитория для 17 серии. В них есть все. Первый файл — это readme. Здесь описано, как правильно устанавливать прошивку. На всякий случай, пусть он у вас будет. И мы сейчас качаем файл для установки через SD-карту. Второй файл — это для веб-установки, это для апгрейда с предыдущих прошивок Вниш. Так, итак, у нас файл скачан. Разархивируем его. Заходим в папку. Вот это вот все нам нужно копировать на нашу отформатированную SD-карточку. Все, SD-карта готова. На всякий случай упоминаю, это написано и в файле, в инструкцию по установке, что пароль после установки через SD-карту не root, как обычно, а админ. Логин такой же root. Все, SD-карточка готова, теперь мы будем устанавливать прошивку. В выключенный ASIC вставляем SD-карточку контактами вниз. После чего подаем на него питание. ASIC, который находится в вертикальном положении, сначала втыкаем нижний шнур питания и за ним верхний. При подаче питания загорятся светодиоды сетевой карты и два светодиода с правой стороны, красный и зеленый. Через какое-то время они должны погаснуть. Это говорит о том, что ASIC принял SD-карту и начал инсталляцию. Если они не гаснут, значит или ASIC неисправен, или SD-карта записана неправильно. Через какое-то время светодиоды начнут мигать. Это говорит о том, что процесс прошивки закончен. Мы настоятельно рекомендуем после этого не трогать ASIC в течение 2 минут и дать прошивке полностью отсканировать ASIC. После чего мы выключаем его, и наш ASIC прошит. Теперь перейдем к второму способу установки, это апгрейд. У нас ASIC S17 с тестовой версией 2.0.2, она не была в релизе, и мы ее заапгрейдим на релизную версию 2.0.3. Опять-таки идем на сайт, загрузки, заходим в репозиторий и скачиваем веб-версию. Веб-версия — это установщик через веб-интерфейс. То, что нам и нужно. Так, прошивка скачалась. Идем в ASIC. Во вкладку Upgrade. Не снимаем галочку Skip Settings. Это обязательное условие. Так, и апгрейдим. Flash Firmware. Это займет примерно 2 минуты.
Да, Касик поднялся на новые прошивки. Если у вас есть возможность, лучше его рестартнуть розеткой, то есть выключить и включить. Если такой возможности нет и что-то в прошивке пошло криво, во вкладке Upgrade сбросьте его к заводским настройкам. Всем удачного профита!